Всем привет! Сегодня я с рецептом французского пирога тартатен. Нежные томленные яблоки в карамельном сиропе не оставят никого равнодушным. Для начала нужно приготовить тесто. Пшеничную муку обязательно нужно просеять и натереть сливочное холодное масло вместе с мукой. Для этого я использую самую крупную терку. И вообще этот способ натирания на терке масла самый практичный и удобный. Но по сути можно просто порубить масло ножом, а потом растереть вместе с мукой руками. И вот что получается. Масло измельченное. Теперь я так прохожусь рукой и немножко измельчаю. Теперь нужно добавить щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Но я в этот раз сахар не добавляла. И 1 желток. И тщательно все это перемешать. Когда мы добавляем в тесто просто желток без белка, это позволит тесту быть более рассыпчатым и нежным. Белок, он более скрепляет тесто и делает его таким однородным, скажем так. Но с одним желтком вымесить однородное тесто, к сожалению, не получится. Вот, собственно, оно все рассыпается. Необходим какой-то связующий элемент. В данном случае это холодная вода. Понемножку я добавляю и вымешиваю. Воду я просто налила в чашку и поставила в холодильник охлаждаться. Теперь еще добавляю немножко воды и вымешиваю. Добавляю по чуть-чуть, чтобы не переборщить, потому что все же есть достаточно масла, желток, вода и масло тает. И сейчас все это будет склеиваться. Вот оно. Уже началось. Нужно собрать тесто в шар. Оно должно стать гладким и однородным. Теперь я беру пищевую пленку и оборачиваю тесто. После этого положу его в холодильник где-то на минут 20-25. А пока тесто отдыхает в холодильнике, можно заняться яблоками. Для начала необходимо их очистить от кожицы. Потом нарезать на четвертинки, удаляя все внутренности. Для этого рецепта, конечно, желательно использовать кислые яблоки, но если яблоки менее кислые, то можно пойти на такую хитрость. Полить яблоки лимонным соком, а потом все перемешать. Выпекать пирог я буду в такой сковороде, в которую можно поставить в духовку. Выкладываю яблоки равномерно, распределяю. Разъемные традиционные формы для этого пирога не совсем подходят, потому что мы будем заливать яблоки карамелью, и у меня как-то был такой не очень удачный случай, когда у меня вся эта карамель вытекала в духовке, и это просто было что-то с чем-то. Самый идеальный вариант — это, конечно же, формы с цельным дном. А теперь приготовлю карамель. На разогретую сковороду я высыпаю постепенно по 1 столовой ложке сахара. Распределяю по всей поверхности. Перемешивать сахар ни в коем случае не нужно. Когда сахар начал таять, сверху высыпаю следующую ложку сахара, тоже распределяя равномерно. На приготовление карамели этой уходит примерно 5-6 столовых ложек сахара. Если хотите больше, можете сделать больше. Вот такими движениями я распределяю сахар по поверхности, но не мешаю. Если буду мешать не растаявший сахар, он возьмется комками. Но когда сахар уже максимально подтаял, можно перемешать его силиконовой лопаткой. Главное во всем этом не передержать карамель, чтобы она не стала горчить. Она должна стать такого янтарного коричневого оттенка. Сразу же поливаем карамелью яблоки, как только сняли ее с плиты, потому что она моментально застывает. Сверху посыпаю яблоки молотым мускатным орехом и корицей. Это просто идеальное сочетание для осеннего пирога. Также сверху натираю цедру одного ароматного и пахучего лимона. И сверху распределяю кусочки сливочного масла. Именно сливочное масло поможет создать этот невероятный карамельный
соус, в котором будут томиться яблочки. Пока отставляем яблоки в сторону и займемся тестом. Его нужно раскатать. Я использую 2 листа пергамента, но можно раскатать тесто просто скалкой, подпыляя ее мукой и саму поверхность, на которой будет раскатываться тесто. Но мне этот вариант не совсем нравится, потому что тем самым мы забиваем тесто дополнительно мукой. Раскатывать тесто необходимо тем диаметром, которым вы будете брать форму. Для этого пирога желательно брать форму не меньше 26 сантиметров. У меня 28. Получается, чем меньше форма, тем толще будет пласт теста. У меня 28, у меня получится такой тоненький слой теста. И это очень даже классно. Вот у меня есть такая линейка, которую я измерила. Четко 28 сантиметров, даже чуть больше. Очень важно использовать именно силиконизированный пергамент, чтобы легче отходил он от теста. Сейчас подпыляю скалку мукой и переношу пласт с тестом на скалку. Так будет удобнее перенести тесто на форму. Сверху яблок. Выкладываю тесто сверху и распределяю. По бокам формирую небольшой бортик. Большим он не получится. Как получается, сделайте по красоте. Также обязательно нужно сделать вот такие надрезы хаотично, чтобы выходил пар. Выпекать пирог нужно в предварительно разогретой духовке до 200 градусов, около 30 минут. После того, как достали пирог из духовки, необходимо дать ему остыть около 15 минут. И только после этого перекладывать его на блюдо. Я делаю так: сверху выкладываю тарелку, беру полотенце, потому что горячая сковородка, переворачиваю вверх дном, снимаю сковородку, и пирог оказывается на тарелке. Подавать тартатен можно как в горячем виде, так и в холодном, но мне больше нравится в холодном. И пока пирог теплый, можно сверху немножко распределить на него коньяка, либо же у меня такой бурбон яблочный был. Как раз звезды сошлись. Так будет вкуснее и ароматнее. Вкус яблока в карамели – это просто что-то невероятное. Если вам пригодится этот рецепт, я буду очень рада. Сохраняйте его в закладке, чтобы не потерять. Ставьте лайки. Если понравился этот рецепт, не забудьте подписаться на мой канал. Будем готовить вместе!